На связи снова Кузьма Наталья, и я вас приглашаю на очередной мастер-класс по изготовлению браслетов, украшений в технике комихима. На прошлом уроке мы с вами поучились делать и плоский, и круглый жгут, добавили бусины. Получился такой симпатичный браслетик, серпантин я его назвала. А сегодня я же вам предлагаю сделать вот такой вот браслет. Хочу вам сказать, что когда вы будете плести в этой технике, то бусины должны ложаться в одну сторону, и они тогда создают такой эффект таких вот чешуек. Но когда вы еще поиграете с цветом, с различными оттенками именно магатама, то еще лучше получится. Но вдруг у вас не будет таких бусин, вы можете попробовать использовать и другие. Но все-таки поищите магатама и изготовьте украшения именно в этой технике комихима и с этими бусинами. И вы получите потрясающий результат. Итак, для плетения этого браслета нам понадобятся шнурки или ленточки, или нитки плотные, толстые такие, 8 штук, ну и длина где-то сантиметров по 50. Нам понадобятся бусины. Бусины это магатама. Видите, вот они наискосок срезаны, и дырочки у них наискосок двух оттенков, чтобы можно было сочеталось. Нам понадобится вот 2 колпачка, замочек с кольцами и 2 штифта. Один из них я уже зацепила на нитки, вот эти в основании, зажала, и сейчас вот скотчем хочу закрыть это вот место, чтобы не рассатывались нитки, ну и не сдвигались они полностью с нашей работы. Вот. Закрутив вот так вот это место крепко, это будет начало нашей работы. Но прежде чем мы начнем плести, давайте вам немножко посмотрим на бусины, потому что магатама бусины немножко такие специфические. Здесь важно, как вы набираете бусины на ниточку. Очень важно, чтобы все бусины лежали в одну сторону. Есть вот отверстие магатамы, с одной стороны как бы с вершины вовнутрь, и снизу как бы тоже и отверстие на противоположную сторону. И лежат они вот так вот под углом. Если же вы так будете набирать, тогда вы должны примерить, чтобы все бусины лежали в одну сторону. Если вы же наберете в противоположную или как-нибудь, например, вот так, ну, как-нибудь, там в разные стороны или разного цвета, тогда у вас будет ваш жгут, уголочки их будут торчать в разные стороны. Не будет такого, как чешуйка. Поэтому вам нужно правильно их набрать. Ну вот, допустим, вот я уже набрала, видите, вот таких вот прозрачных. Вот приложите их на стол и посмотрите, все ли верно. Заканчивая набирать бусинки на ниточку, обязательно фиксируйте ее. Вот делаете петлю и связываете ее между собой вот таким вот движением. Тогда вам проще будет при необходимости за хвостик потянуть, и она развяжется легко и просто. Количество бусин здесь условное. Здесь важна длина самого браслета. Вот когда мы будем вязать, будем смотреть. Почему у нас хвостики свободные? Мы можем добирать сюда бусин ровно столько, сколько нам не достает. Либо же снять оставшиеся. Поэтому здесь очень условно, потому что можно рассчитывать на величину бусин. Сложно сказать. Если бусины будут побольше, значит их будет нужно поменьше. Если вы хотите браслет цельный или частично, это тоже имеет значение. Вот. И каждая бусина тоже занимать будет определенное место в самом жгуте. Итак, друзья, добрав бусины, завяжите, проверьте все концы, чтобы бусинки у нас не съезжали, не рассыпались. И мы начинаем плести. И размещаем ниточки по отверстиям вот этим. 2 вверху, внизу. Здесь вот ничего сложного, за исключением того, что каждый раз, когда мы будем работать, мы не провязываем пустые нитки, а только с бусинками. Вот. Начиная
сделаем пару узелков пустыми нитками, а следующее мы начинаем брать ниточку с бусиной. Для этого надо работу поднимать вверх, и она тогда будет у вас удобнее. Значит, тогда берете ниточку. Нитка, которая, помните, я вам говорила в предыдущем уроке, по диагонали идут, и первая, которая под плетением, вот накрытая ниточка, мы пропускаем под нее бусину. Вот туда, вовнутрь. А нитку переносим в положенное место. Берем следующую. Не забываем бусинку отправить вовнутрь. Поворачиваем. Берем следующую нитку. Бусина, которая у нее тоже первая, здесь сверху, пропускаем ее под плетение, под низ, а саму ниточку поднимаем вверх. Лишнюю третью берем в руки, ее бусинку опускаем под плетение, а нитку зажимаем. И у нас получается 4 бусины, которые внутри. Каждая из них, посмотрите, зажата ниточкой предыдущей. Мы поворачиваем и продолжаем работать. Берем следующую ниточку и опять бусину пропускаем под плетение вниз. Саму нитку поднимаем вверх. Бусины должны лежать все внутри, не выходить за периметр нашего всего этого отверстия. Третью лишнюю берем по одной бусинке. Тоже ее запускаем под нить, ниточку натягиваем и отправляем сюда, поворачиваем. Следующую. Нити у меня вощеные, поэтому по них не скользят бусины. А когда у вас будет шелковая или какая-то другая, то у вас будет проще. Вы поднимаете вверх ниточку, а по ней бусинка просто скользит и опускается буквально к самому основанию плетения. Приходится мне каждую бусину продвигать руками в нужное место. И таким образом у нас вот получается, немножко стягивайте пальцами, что было. У нас получается вот такое вот отверстие внутри. Если вы хотите, чтобы ваш жгут был плотным и имел внутри вот такой вот стержень, можно вставить сюда вместо любого стержня проволоку с памятью, тогда вам вообще не нужно крепление для этого жгута. Просто будет эта проволочка и согнется так, как вам нужно будет, и держать жгут в любом положении. Вот. Если же вы оставите такой, как сейчас у вас есть на ниточках, то он мягкий и требует застежки, которую мы с вами сделаем в конце нашей работы. Вот. Если вы видите, что ваша работа уже выпрыгивает с основания, тогда следует повесить на прищепочку на эту нашу грузик. Груз у меня в качестве, в виде обыкновенного моего магнита. Он тяжелый. Ну, а вы можете предпринять любое какое-то другое. Вплоть до того, что можно кусачки. Так, все бусинки опускайте, не спешите. Вот я подвесила уже грузик, и на весу очень удобно плести. Тогда все ниточки с бусинами, вот видите, они у меня просто свешиваются, и когда я их буду перебрасывать, они не будут запутываться. Что касается цветов бусин или бисера, который вы захотите, это уже чисто индивидуально, и практически чешуечки уже у меня появились, и я буду плести этот жгут по длине, которой мне надо, это где-то 18 сантиметров. Держите на весу всю работу. Продолжаем заправлять под каждую нитку по бусине. И работаем аккуратно, внимательно. Поворачиваем работу
Я уже вам показала принцип, он несложный, просто будьте внимательны при каждом таком вот движении, натягивайте нитки. Видите, я уже проплела некоторое количество вот этого шнура вместе с бусинами Магатама, и мне нужно проверить, достаточно ли для моего браслета этого. Ну, видите, недостаточно, даже если я учту 1 сантиметр замка, все равно еще нужно продолжить плести. Для того, чтобы удобно продолжить плести и нитки, вот бусины не выдавались вверх, а вам правильно, чтобы были вот все плетение, за центральную нашу вот часть, уже проплетенную, я предлагаю подвесить вот такой грузик. Вот. Опустить его так вот под стол. И хочу вам показать, чтобы как можно удобнее было вам работать. Если у нас, помните, я говорила, что по диагонали должны идти ровные нитки, а вот перекрывающая ниточку вот это плетение начинаем плести и подгоняем бусинку вот под ту ниточку. Следующую мы берем, 3-ю лишнюю, опускаем 1 бусинку, и снова она у нас ныряет под ниточку. Мы снова поворачиваем работу. Берем 1-ю. Вот так. Стараемся, чтобы серединка, вот, где у вас плетутся эти шнурочки все, должны быть внутри, и они переплетаются как бы квадратиком таким. Вот смотрите, я, видите, вот перетяну, и там будет квадратик. Но для этого, значит, сначала нужно бусинку 1 опустить и ниточку притянуть. Вот по вощеной ниточке, видите, не очень хотят бусинки скользить, поэтому приходится постоянно поправлять пальчиком. Поэтому учтите, когда будете подбирать нити, вощеный хорошо, она крепко ложится, хорошо стягивается. Вот. Можете взять шелковую, ну шелковая будет немножко легче, но она проскальзывает в пальцах. Ну как бы у каждого материала есть свои и плюсы, и минусы. Так, в принципе, я уже закончила изготавливать вот нужной длины этот жгут. И сейчас мы заканчиваем просто нитками, без бусинок. То есть нам нужно здесь вот зафиксировать ниточки, чтобы уже перейти к самому креплению шнура, но уже на замочек. Поэтому проплетаем плотненько шнурочек, то есть жгутик такой плотный для будущего нашего замка. У нас бусинки стеклянные, имеют определенный вес. Что мы делаем дальше? Дальше берем штифт с колечком, разжимаем его немножко и продеваем через вот это вот сплетение. Вот видите, я зацепила хорошо. Сейчас я просто его возьму, подтяну и зажму. Вот. И снимаем боковые нитки, 2 пары. Эти еще оставляем. Боковые ниточки снимаем и провязываем здесь узелок. Прямо с бусинками, если у вас они остались, ничего страшного. Главное, чтобы нам хватило этих бусин на всю нашу работу, чтобы мы потом не волновались, где добрать еще 5 штук, если мы пожадничали, не взяли немножечко больше запасом. И вот, смотрите, и хорошо привязываю я крепко к этому колечку. Снимаем следующие 2 пары и делаем аналогично. Тоже провязываем здесь узелок. Вощеные нити хорошо зажимаются, поэтому с ними очень хорошо работать. Видите? Поэтому в данный момент можно смело обрезать их, но пока не трогать сам хвостик, вот, чтобы они не рассатались. И сразу же пропитать клеем. Вот то, что я сейчас и сделаю. Аккуратненько обрезаем. Вот. Все. И теперь надо, главное, проклеить клеем. Пропитываю гелем клеем. Одеваю колпачок.
Раз. Лучше, конечно, взять не пальцами, а то я уже все пальцы клеем испачкала. И плотненько одеть. Сейчас я диск сниму. И так, плотненько натянуть. Хорошо, видите, очень длинный у меня хвостик получился, поэтому я его немножко укорочу. Так, где мои щипцы? И делаем колечко. Так, раз. На колечко одеваем красивый замочек магнитный. Вот. И точно так же оформляем вторую сторону. Ну, здесь попроще, здесь клеить не нужно. Одеваем сюда колпачок. Здесь не страшно. И закручиваем плотненько колечко. Вот смотрите. Вот такие вот браслеты я увидела в интернете. Мне они очень понравились, и я решила себе тоже их сделать. И вот, как вы убедились на нашем уроке, это совершенно не сложно. Просто надо немножко потренироваться и, конечно, иметь вот такую потрясающую штучку при плетении таких браслетов. Очень интересно, попробуйте такие варианты различной фурнитуры. Вот видите, я взяла, вот мне очень нравятся магнитные замки. При помощи других замков, например, вот таких с бусинками всевозможными, тоже можно вот такие просто интересные идеи поиграть с ними, и получится у вас очень такое необычное украшение. Вот, видите, мы с вами на наших уроках изготовили столько различных браслетов именно в технике кумихима, использование различного материала, как плоские, так и круглые различные. Поэтому, друзья, у вас масса есть возможностей проявить свое творчество и поработать с различным интересным материалом и сделать свои украшения. Итак, друзья, если вам понравились эти уроки, подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте свои фотографии, и до следующих встреч на наших мастер-классах.